Добрый день. Советы по выбору аппарата для плазменной резки, а также принципы работы аппарата плазменной резки. Допустим, смоделируем ситуацию. У вас есть гараж, либо дача. В общем, вам нужно отрезать какой-то лист металла, либо трубу, швеллер, уголок, да все что угодно. Вы это можете сделать там 3 способами, ну даже больше способов. Первый способ — это болгарка, ушемка. Но кругов не напасешься, и все это очень-очень долго. Ну, в общем, если у вас это единая задача, то да, вы можете это сделать. Но если у вас гораздо больше задач по резке металла, тут, конечно же, нужен аппарат для плазменной резки. Кстати, вы это можете сделать еще и кислородной резкой. Но тут есть свои минусы у кислородной резки. У газовой резки, так называемой. Во-первых, это безопасность. Тут в кислородной резке, в газовой резке применяют баллоны. Иногда люди не соблюдают технику безопасности, потом мы смотрим видео по YouTube, когда что-нибудь где-нибудь взорвалось, баллон куда-нибудь улетел, эти шланги постоянно взрываются, там, я не знаю, элементарный пример, когда я работал на заводе, у нас тоже и баллоны пару раз улетали, и шланги постоянно, и обратный удар был, там, все что угодно было, и эти шланги там, как сказать, ну, прям горели, и прям были взрывы. В общем, с точки зрения безопасности, газовая резка одна из самых-самых небезопасных. А плазменная резка, которая вот аппарат для плазменной резки, он совершенно безопасен. И также у него гораздо больше производительность у аппарата плазменной резки. Также там, не знаю, большой плюс то, что, во-первых, у вас получится гораздо более ровный рез. Вы сможете гораздо лучше отрезать, и потом не нужна будет механическая обработка какая-либо. Ну, когда вы режете газом, у вас все равно там 3 мм, 2 мм, у вас, как сказать, окалина потом остается, и рез все равно он немножко гуляет, хотя вы даже можете там по линейке, даже если там суперпрофессионал газорезчик будет это делать, ну и скорость не та, и качество не то. И тут выбор очевиден. Опять же, это как для дома, для дачи, так и для производства. То, что нужен аппарат для плазменной резки. Какие бывают аппараты? Есть трансформаторные, есть инверторные. Ну, трансформаторные, опять же, это было там актуально лет 15 назад. Мы будем сейчас говорить про инверторные. Аппарат плазменной резки представляет, и как сказать, для работы нужно всего там 4 условия. Первое — это сам источник питания инверторный. Второе — это плазматрон, это сама горелка, кто как ее называет. Ну, правильно называть все-таки плазматрон. Это кабель масса. И также компрессор с сжатым воздухом. То есть всего 4 позиции, чтобы нам начать резать металл с помощью плазмы. Также, кстати, хотел сказать то, что некоторые источники питания, допустим, там Гипертерм 30R, либо Foxwood, Сварог, там китайские тоже источники питания, иногда есть то, что у них уже встроенный сразу же компрессор. То есть сам источник питания, инвертор, он там стоит, не знаю, 1040 рублей, 1050 рублей. Ну, сейчас смотря какая модель, смотря какой бренд. И у него сразу же есть встроенный компрессор. И, как правило, такие источники питания режут там до 10, до 12 миллиметров. Но это, опять же, мы сейчас говорим про максимальный рез. Тут все еще очень много зависит от производительности. То есть, как долго мы будем резать, там, допустим, не знаю, 20 сантиметров, либо 30 сантиметров металл. И хватит ли нам этого компрессора, который внутри находится, этого аппарата. Ну, как правило, это такие бытовые, полупрофессиональные, когда нужно отрезать что-то маленькое, быстро. И когда у вас нет возможности, чтобы был компрессор где-то рядом, да, можно купить этот аппарат как бы и спокойно резать металл. Но для более продолжительной резки, для более серьезных задач, конечно же, вам нужен отдельно источник питания, то есть сам инвертор плазменной резки и, как сказать, и компрессор. И еще сразу же скажу, такая рекомендация: лучше компрессор брать на процентов, наверное, 20-30 ресивер больше, чем заявлено. Опять же, если мы когда заходим на любой сайт, там все инструменты, Тиберис, там Озон, там всегда есть описание по аппарату плазменной резки, и там сразу же написано, какой нужен компрессор, какой нужен объем ресивера, давление, там 4, 5, 6 атмосфер и так далее. Лучше уж брать на процентов 20, как я сказал, 30 больше. Пусть останется запас. Потому что, как показывает практика, этот запас всегда необходим, он всегда нужен. Теперь по поводу принципа работы. Как же у нас работает вообще аппарат плазменной резки? Ну, как я и сказал, у нас есть плазматрон. В плазматроне основные расходные материалы, которые часто меняются, это катод и сопло. Там катод и анод, кто как называет. И у нас дуга зажигается. Сначала дежурная дуга, которая зажигает с помощью электрического разряда между катодом и соплом. И эта дуга уже потом также подается воздух, ну и с компрессора. Этот воздух ионизируется и получается плазма. Температура плазмы около 20 тысяч градусов.
И эта вот дежурная дуга уже переходит в режущую дугу, в рабочую так называемую дугу. И мы уже начинаем резать. Ну, то есть вот у нас лист металла, вот у нас в руках плазматрон. По принципу действия плазматрона, сейчас чуть позже расскажу, какие они бывают. Мы подносим плазматрон и начинаем резать. Иногда мы режем не с края, ну то есть, грубо говоря, вот лист металла у нас стоит, и мы режем уже там не отсюда нам нужно отрезать, а допустим с центра. И тогда нужно смотреть характеристики этого плазматрона, сколько он бьет, там, ну кто как называет, на прожог. Ну, то есть мы можем вот прямо здесь вот в центре начать резать, и там он на прожог берет там 10, 15, 20 миллиметров, иногда 35 миллиметров. Все зависит от мощности источника питания. Самое главное в источнике питания это мощность, это амперы. Это сколько ампер он выдает. Ну, там бытовые это до 40 ампер, до 60 ампер, это однофазные. Ну, однофазные в основном аппараты для плазменной нарезки это до 40 где-то, до 50 ампер. Трехфазные там уже от тех же 40 там, до 200 ампер, там, гипертерм, что там у нас есть, Pro Max, там, или Power Max, сейчас не помню полностью название. Ну, в общем, там уже как бы чуть ли там не до бесконечности, а там дальше уже идет уже ЧПУ там, и так далее, там уже такие громадные источники питания. Ну, вернемся сейчас к ручному аппарату для плазменной нарезки. Вот мы начинаем резать, мы можем резать от края листа, а можем на прожог начинать резку. Также, кстати, большое преимущество между плазменной резкой и кислородной, либо газовой резкой, это в том, что плазменной резкой можно резать не только черную сталь, но и алюминий, медь, нержавейку, цветные металлы. То есть такого, как сказать, мы не можем отрезать обыкновенной там газовой резкой. Это нам не позволяет нам оборудование и тот режущий газ, который мы используем. Что еще хотел сказать? Про температуру 20 тысяч градусов сказал. Про какие еще моменты есть? То, что охлаждение бывает у резаков как воздушное, так и водяное. Ну, водяное это, естественно, уже на более таких промышленных аппаратах, где стоит станок ЧПУ, какой-то стол у нас, большой источник питания, и там у нас уже водяное охлаждение. Но опять сейчас вернемся к воздушному, к нормальному такому бытовому аппарату. Также еще такая важная характеристика это ПВ. Период включения, продолжительность нагрузки, кто как там называет. Ну, то есть важно, чтобы было где-то от 60% и больше. Это 10-минутный цикл при 40 градусах Цельсия. То есть сколько мы будем резать в минутах, а сколько у нас аппарат будет отдыхать. То есть там 6 минут мы режем, это у нас ПВ 60%. Если мы 10 минут режем, то у нас ПВ 100%. Самые распространенные, которые часто всего меняют расходные материалы в газовой резке, это, в плазменной резке, это катод и сопло. На рынке их большое количество, модификации плазматронов тоже большое количество. По длине они бывают там 1,5 метра до 8 метров. Я бы лучше брал там 3,5, 4 или 5 метров, иногда даже 8 метров. Но на самом деле, чем длиннее плазматрон, тем гораздо удобнее. Ну, где-то вот 5-метровый, это в самый-самый раз, чтобы постоянно не дергать сам источник питания, сам инвертор, а поставить где-то у вас там, зафиксировать в гараже, либо там на даче, и с помощью там длинного плазматрона, с помощью длинной горелки спокойно выполнять там все ваши задачи. Также еще важная характеристика для аппаратов плазменной резки это различные функции. Вообще по функциям там на самом деле там, практически у любого там, у бытового аппарата плазменной резки всего там один тумблер, один потенциометр, который измеряет на силу тока. Там, от 0 там, до 40 ампер или там, до 20, либо там, до 50 ампер. А также есть другие функции. Это чтобы резать у нас, допустим, сетку, чтобы у нас дуга не гасла. Это очень-очень удобно. Различные там автоматические режимы. Ну, то есть, чем больше функций, тем, естественно, это гораздо удобнее. Еще такой момент хотел сказать по поводу осушителя. Вот у нас есть компрессор, и сжатый воздух не сразу же идет у нас в плазматрон, а он идет всегда через осушитель. Он у нас собирает влагу, собирает мусор, это очень-очень важно. И часто нужно его менять. Как, опять же, показывает практика, от воздуха, на самом деле, очень-очень многое зависит. От чистого воздуха. Нужно, чтобы у нас плазма и в то пространство, где мы режем металл, попадал сухой, чистый воздух. То есть, как сказать, осушитель
меняйте его почаще, потому что от него очень много зависит и производительность, и качество реза. По принципу поджига дуги, по принципу возбуждения дуги, плазматроны делятся на несколько типов. Первый тип — это контактный тип. Это когда вот у нас есть металл, мы поднесли плазматрон, прикоснулись и начинаем, включили на кнопку горелку и начинаем резать. Это обыкновенно стандартный контактный поджиг дуги. Тут минус заключается в том, что очень большой расход расходки сопел и электродов. И постоянно сопла забиваются, с этим большая проблема. Есть также пневматический способ дуги. Он гораздо лучше, и эти моменты вы, когда покупаете аппарат для плазменной резки, смотрите на сайте, какой именно принцип возбуждения дуги, контактный либо пневматический. При пневматическом способе дуги у нас сначала зажигается пилотная дуга, потом уже основная режущая дуга. При этом способе у нас гораздо больше получается экономия расходных материалов. И сопло, оно гораздо больше просто служит, это просто экономичнее и выгоднее, это гораздо лучше. И также есть еще высокочастотный поджиг, его часто пишут HF. Это поджиг с осциллятором, это когда подается такой импульсный разряд, и когда у нас зажигается именно дуга с помощью этого импульса. Но тут часто высокочастотный поджиг ставится на автоматизации, на ЧПУшках где-нибудь. Но тут есть такой еще минус, заключается в том, что этот высокочастотный часто, негативное воздействие, негативное влияние оказывает на мозги ЧПУ. Потому что этот скачок осциллятора, создание этого электрического разряда, этого импульса, создают большие помехи, и ЧПУшки очень часто выходят из строя. Опять же, есть способы, как решить эту проблему. И, кстати, в интернете я даже видел, пару видео, когда в сервисных центрах делают из одного способа, когда берут, обыкновенный какой-то аппарат для плазменной резки, пневматический, биоконтактный способ поджига дуги, и ставить туда осциллятор. Вот я на Сварог конкретно, например, видел видео, где плата стоит 10 тысяч рублей, и ставят туда осциллятор. В общем, осциллятор также имеет большое преимущество, то, что сокращается, опять же, еще больше сокращается расходных материалов, сопел и электродов. Вообще, в аппарате плазменной резки, как я уже сказал, всего две настройки. Это мы меняем ампераж с помощью потенциометра, с помощью этой крутилки. И тем самым мы увеличиваем мощность. 5, 10, 30 ампер. И также у нас очень большое воздействие оказывает это диаметр сопел. То есть, чем больше диаметр, тем больше у нас получается зона термического влияния, тем больше мы прорезаем металл. Чем меньше у нас диаметр, тем мы его используем для более тонкого металла, и тем, у нас более аккуратный такой шов получается. И, кстати, сразу же скажу по практике, если у вас хороший аппарат плазменной резки, если у вас хорошие расходные материалы, вы можете резать и после этого сразу же сваривать. Если у вас уже расходка, не очень, и аппарат не выдает ту мощность, а вы режете этот металл, то после этого лучше, конечно же, перед сваркой делать какую-то такую небольшую механическую обработку, хотя бы немножко болгаркой, потому что окалина все равно немножко остается. И сварка потом получается не совсем хорошая, с дефектами, да и вообще она, грубо говоря, нифига не сварит, когда мы начинаем электродом, либо полуавтоматом уже сваривать именно тот металл, который мы порезали именно плазмой. То есть тут большое значение имеет и мощность, и качество расходных материалов. Вы, в принципе, сами это можете уже увидеть потом уже в процессе работы, когда надо уже делать. И смотря какое, естественно, это изделие, ответственное, неответственное. При ответственных изделиях, конечно же, нужно делать механическую обработку, убирать все равно небольшой слой шлака, либо какой-то окалины, который остается. Что еще хочу сказать? Есть такая формула. 1 мм равен 4 амперам. Это формула для резки металла. Это, грубо говоря, чтобы нам порезать металл толщиной 1 мм, нам нужна мощность 4 ампера. Если нам нужно порезать металл 10 мм, нам нужна мощность около 40 ампер, чтобы у нас был источник. Но опять же, это такая формула, она чисто теоретическая. Она может быть и в минус, и в плюс уйти. Но на нее часто, ссылаются, и эта формула рабочая. То есть, если вам нужен плазморез, если у вас стоит задача резать постоянно металл 10 мм, то черная сталь, мы сейчас говорим про чернуху, то вам нужен плазморез и плазматрон и источник питания, который выдает от 40 ампер. Лучше
конечно же, брать все время побольше, там, с запасом. Если мы режем там не только черную сталь, а нержавейку, то тогда мы там либо на 1,5 умножаем это значение, либо даже там на 2. Ну, то есть там для того, чтобы порезать 5 миллиметров нержавейки, вам нужно там мощность около 40 ампер, около 30 ампер. Если вам нужен алюминий порезать, вы также там на 1,5 либо на 2 умножаете, потому что очень много зависит от, как сказать, нержавейка, она не вся одинаковая, алюминий, он не весь одинаковый. Также очень много зависит от расходных материалов, как я сказал. Теперь по поводу брендов. Вот мы опять же заходим на рынок, там, не знаю, в какой-то сварочный магазин, либо на любой сайт интернет-магазина, и перед нами большое количество сварочных аппаратов для плазменной нарезки. Какой же брать? Из европейских, не знаю, там, источников, брендов, мое мнение, самый лучший бренд по плазменной нарезке — это все-таки Гипертерм, это США, и сколько я с ним сталкивался, и как он работает, и то, что большое количество расходных материалов, у вас никогда с этим проблем не будет, как оригинальных, так и китайских. Если у вас бюджет не позволяет там на оригинальные, можете и китайские расходные материалы, китайская расходка, она бывает там и хорошего, и среднего, и чуть ли там не дотягивает уже до оригинального бренда. То есть, Гипертерм, у них куча патентов, куча инноваций. Это само оборудование, которое надежно, которое будет работать 5, 10, 15 лет. Я видел источники Гипертерма, которые работают там в 2-3 смены по 15 лет и до сих пор работают. Но Гипертерм, мое мнение, это вот самая такая элита в плазменной нарезке. Конечно же, также есть там хорошие бренды, там Lincoln Electric, Kilberg, Термокат, там, не знаю, ИСАП, там хорошая плазменная резка, Чибора хорошая плазменная резка, но все-таки лучше всех это Гипертерм. Это же опять мое субъективное личное мнение, потому что я с ним очень много работал, я с ним сталкивался, я знаю, что такое Гипертерм. Не зря оно и стоит там дороже всех, и Гипертерм — это элита. Это мы сейчас говорим про европейские, про американские бренды. И сейчас, кстати, большой проблемы нет Гипертерм купить в России, и расходка есть, и источники питания есть, там и, там, не знаю, 45-й XP, сейчас у них новые модели, 65-й, 85-й, 105-й, там 125-й и так далее, и выше. Если мы уже говорим про автоматизацию, про ЧПУшки, у них там и Max Pro 200 и так далее. Если мы говорим про китайские бренды сейчас, то лучше тут, опять же, китайских брендов сейчас да полным-полно на рынке. И Сварог, Брима, Foxwell, Гроверс, я не знаю, да все что угодно. Сейчас их там гигантское большое количество этих брендов. То Аврора, то лучше ТСС, Хугонг там и так далее. То лучше уж брать заводской Китай. То есть есть такой Китай среднего качества, есть там ширпотреб, которые там аппараты стоят на Алиэкспресс по 15-20 тысяч рублей. Вы не ждите от этих аппаратов фантастических каких-то там, я не знаю, технических характеристик, и потом, чтобы они, главное, чтобы те технические характеристики заявлены, на самом деле были настоящими, и за цену за 15 тысяч рублей, ну, к сожалению, не бывает так. Лучше берите нормальный, хороший фирменный Китай, где, чтобы у вас не было проблем там с расходными материалами, чтобы вы в любом городе, в любом там, не знаю, интернет-магазине спокойно заказали сопло, расходку, там, может у вас там плазматрон, сам гусак, может, полетел, вы нечаянно его сломали. Ну, чтобы с этим вообще не было проблем. Также обращать внимание на сервисный центр, на гарантию. Конечно же, лучше брать там гарантию, когда 5 лет. Это, естественно, гораздо лучше. У многих там 2-3 года, 5 лет, у кого-то там вообще год, либо 6 месяцев. То есть тут лучше действовать по распространенности. И как я уже говорил там в предыдущих видео, когда вы покупаете любое сварочное оборудование, либо источник для плазменной нарезки, вы когда общаетесь с менеджером, либо в магазине сварочного оборудования, либо по интернету переписываетесь, там все инструменты и так далее, какой-нибудь там marketplace, вы сразу же задавайте вопрос, что будет, когда у меня, точнее, что мне делать, если у меня сломается аппарат, с кем мне вести взаимодействие, куда мне увезти, где ближайший сервисный центр, какая гарантия, то есть, чтобы не было такого, вам продали быстренько и забыли про это, а у вас, не дай бог, сломался этот аппарат, а вы не знаете, что делать. Вы звоните менеджеру, он уже там больше не работает, эта фирма там уже вас посылает куда-то в другое место, чтобы у вас четко было представление, что будет, когда у вас, не дай бог, сломается этот аппарат, куда вы будете обращаться, как вы будете решать эту проблему. Так, что еще про про аппараты для плазменной нарезки? Для аппаратов ручных, ну таких простых, бытовых, полупрофессиональных, профессиональных, там используется газ, у нас, как я сказал, даже не газ, а простой обыкновенный воздух. Для более промышленных, для ЧПУ и для более
толстого реза металла, там от 50 мм и выше, даже можно там от 40 и выше, чернухи, нержавейки, алюминия и так далее, используют различные смеси. Аргон, азот, газовые смеси различные. Они повышают качество реза и производительность реза. Но это уже для более таких мощных аппаратов. В принципе, наверное, у меня все, что я хотел рассказать, поделиться про принцип действия аппарата плазменной резки, про виды возбуждения и способы поджига дуги, какие они бывают, какие основные технические характеристики у этих аппаратов. Если у вас есть какие-либо вопросы, либо я что-то пропустил, пишите в комментариях, задавайте, я буду на них отвечать. Всем большое спасибо, с вами был Сергей Витиченко. Всего доброго, до свидания, хорошего вам дня.